Ну что, 24 часа на Honor Magic 7 Pro, глобалка для Гонконга. И да, здесь есть eSIM, здесь есть Play Market, и он единственное 16 гигабайт оперативы на, получается, 1 терабайт внутренней памяти. Вышел у меня 85 тысяч в магазине, вроде бы глобальная гарантия 1 год. Насчет глобальной не скажу, но факт в том, что прям в магазине взял. И вот сейчас вы будете смотреть, как я могу на него снимать. Вот сейчас включил шумодав. Завтра еще будет очень много здесь контента. Смотрите, оценивайте его возможности. Максимальное разрешение для съемки 4К 60 FPS. Вот это у нас ультраширик. Это Телевик 2.6. Вот так. И это фронталка. Притом хочу отметить сразу, что это 0.8. То есть все равно нужно полностью руку оттягивать. Сейчас вам покажу, на каком расстоянии сейчас разговариваю. Для того, чтобы себя снимать. И это, к примеру, как у Самсунгов, не особо удобно, не особо удобный угол. К сожалению, разворачивать камеру нельзя, но можно фотографировать себя. Можно еще сделать подсветку. Вот так. Начнем. Максимальное разрешение для съемки фронталки 1080p 60 fps. Так, и для протокола вот подобное видео у меня еще было на Samsung S25 Ultra, на S25 Plus. И вполне возможно вы еще увидите подобное видео на S25. Вот так ультраширик, так 2.6 и шумоподавление. Разумеется, что все основа. Давайте с ультраширика на телевик. Еще как-то физически, по-моему, расположил. Так интересно, да? Но не будем. Так вот, какая разница, можете посмотреть в ролике на S25 Ultra и на S25 Plus. И выдвигаемся. Да, вот так раздалбываются камеры. Иду покупать оптику. Оптику новую, свежую. Ультраширик. На 16 мм. Зачем? Не знаю. Чтобы снимать было лучше. И это основа. Это Телевик 2.6. Переход на ультраширик. И да, вполне возможно, вы так снимать не будете. Но если будете, вы теперь знаете, как это будет выглядеть. Единственное бесит, что я четко понимаю, вот сейчас есть подсветка и вот, допустим, шумоподавление, что мне придется долго и упорно потом при монтаже менять разрешение. Потому что фронталка не 4К 60 FPS. Но вот со светом, кстати, работа хорошая и быстрая, без сарказма. Что этаж виден, потому что S25 Plus, допустим, не справлялась. Вот так. Ну вот он, ночной Гонконг в лучах гонконгского Honor Magic 6 Pro. Я прям вспоминаю, когда на него снимаю, что был за расколбас с Oppo Find X8 Pro. У меня есть смутное ощущение, что здесь примерно такая же история со стабилизацией. И вы мне это дело не простите, как мне говорили как раз в обзоре одним кадром на Honor Magic, на Oppo Find X8 Pro, Сани, где стабилизация. Я не знаю где. Я вот не вижу здесь стабилизации хорошей. Ну, вот на ультраширик норм. Наверное. Ну, снимаю так же, как и на остальные смартфоны. То есть, как будет у вас. Надеюсь, что вы осилите досмотреть. В такие моменты понимаю, что стаб чуть ли не основное. И 2.6. Телевичок. На телевичок в движении на видео снимать это такое себе на любой смартфон. Хотя на 2.6 еще более-менее. Если X5, то это вообще просто никак. Основа. Здесь Starbucks, вкусняхи и много всего. Subway, Mac. Все по фэншую. Чисто китайское. Кстати, хочу отметить, что если послушать местных, все говорят, вот там Гонконг, это не Китай. Все говорят по-китайски. Да, многие знают английский, почти все. Но говорят по-китайски просто все. Ну или маньчжурский, там наречий же у них очень много. Так что не надо здесь дезинформировать. Очень тут грамотные вот такие вот ступенечки. Потому что переходы... Так, ну что, вот, кстати, с цветами зашибись. Он лучше справляется, чем старый Samsung S23. Но S25 справлялся лучше, кстати, с диодами. Во всяком случае, опять же, по тому, что я вижу на экране. Может быть, он дорисовал, и с цветами все теперь в огне, потому что
То, что я вижу, намного ярче. В разы ярче, чем то, что вы видите. Вы видите блекло непонятно что. А здесь яркое. Вот ультраширик. Ну, ультраширик более-менее так. На телевик тоже не так. Вот ультраширик ближе всех, но тоже не такой. Я сейчас, кстати, покажу, как это выглядеть должно. Во! Вы примерно поймете. Потому что есть очень плохой смартфон. И он правильно тоже не передает, кстати. iPhone тоже не передает правильные цвета. Ну-ка, я сейчас запишу. Давайте попробую запишу, а потом посмотрим, правильно ли там записались цвета. Нет. В записи такая же лабутень. Короче, ни то, ни другое не справилось. Но вчера ту же сцену Samsung S25 Ultra у меня снимал правильно. Так что ждем улучшения алгоритмов, как скажут все, кто относится к Honor с нежностью, взаимопониманием. О, а в режиме HDR вот что надо было. Все остальное блеклое, но здесь почти... Нет, все равно не то. Вот это HDR включаю. Так, ультраширик. Основа. 2.6. Вы видите Луну. Давайте зум максимальный. X10. Кстати, то, что я вижу. Ну, не с такими шумами, но похоже. А вот дымка не такая сильная, как на смартфоне, но, как говорится, главное, что он пытается что-то снимать, и то неплохо. Вот ультраширик на рекламу. Такие два дома с такой вот рекламой. Интересно, кстати, как они видят через эти диодики. Хорошо или не особо. Народ удит по ночам, по вечерам. Не знаю, можно ли это есть, но главное, я надеюсь, что я не ем это потом в рестике с утра. Надеюсь, я ем не эту рыбу. Вчера видели эту штуку и снимали ее на S25 Plus. Сейчас уже снимаем ее на телевик Honor Magic 7 Pro. Такое ощущение, что искажение какое-то да, как он смещает на телевик. Ультраширик. Так, вот так выглядит. Кораблей здесь просто море. Все максимально френдли, доступно и нет безумных очередей. Наверное, потому что их много. Кстати, свинка. Достопримечательность местная. Вот обратите внимание, то кафе было построено каким-то известным архитектором. Хотя оно такое же, как вот те ларьки, поэтому я не обращал внимания. Но, как говорится, главное, оно есть. И все. Интересно, где правда? Телевик на фото включается в X3, а на видео в 2.6. Вот сейчас телевик. Фэншуй. Главное дойти до верхних этажей, потому что на нижних все слишком дорого-богато. Кто-нибудь выбирает себе Balenciaga? Можно сходить на Али по мне скриньте. Закажете то же самое, наверное. Но это не точно. Очень, скорее всего, зря шел, потому что уже почти все закрыто. Так как ТЦ до 10, а магазины, по сути, до 9. Вот так. Купил себе оптику. Обезьян. Вот он, мой красивый закрытый магазин Sony. В зеркалах, как говорится. В лучах славы. Придется завтра перед отъездом бежать сюда покупать. Вот так. Роботы. Уборщики. О.
Успел. Вот так с 2.6 можно перейти на ультраширик и обратно. Основа. HKMO. Вот так народ сидит и отдыхает. Делает фоточки. Главное, как говорится, не растянуться. Там прикольная инсталляция, где человечек идущий. Вот единственное, что там сейчас есть. Ну и вот там. И человечек веселее. Телевик, ультраширик. Мистер Джеки Чан, руки Джеки Чану. Актер и директор. Ёшки, как же он так сделал. Короче, небольшие у него руки были. Если не сказать маленькие. Еще и меньше моих. Как так? Вау. Интересно. Еще немного отеля. Ультраширик. Ну что, бодро Ультра Honor. И вот так. Последний день в Гонконге встречает нас с вами солнцем. Кстати, только сейчас заметил, что там, оказывается, еще вид частично на море. Ну, как говорится, можно, да. В Сочи бы продавали этот номер бы с видом на море. А там, посмотрите, люди спортом занимаются. Это спортивный какой-то центр. Ультраширик. Все, идем. Ультраширик и завтрак. Надо еще до него дойти. Жизнь тяжела. Основа. Вчера разобрались, кстати, что на фронталке должно быть 4К 60 FPS, и в следующем обновлении должно прилететь на глобалку. Вот такие вот они глобалки. А вышел 1080p 60 FPS, да? Место для завтраков. Только заметил народ со стаканчиками, которые тоже идут на завтрак. Мало их было. Еда. Завтрак я уже здесь снимаю. Рыба. Кофе. Кстати, первый раз я вижу, чтобы что-то кто-то готовил. Это суши. Сосиски. Вкусняки. Ага. И там, скорее всего, лапша. Ну что, вот так вы сможете снимать свой завтрак. Куда-то поедете. Ультраширик. Ну, по видеосъемке я вам скажу, что нужно очень скрупулезно подбирать угол. И тогда все будет хорошо. Ну что, финал завтрака. Можно готовиться идти. Чашки, ложки. О, снеки. Вот он опять. Видели такие машинки? Я вот не видел. О, аналитичный файл. Потому что я еще и не отработал. Получается вот так. И выбор маленькой. Понеслась. По сути, воды не хватит. Может, и хватит. Ваши ставки. Мне кажется, не хватит. Можно сделать стоп
все. Как говорится, бодрое утро. С видом кусочным на морюшку. Ну что, прощай, прощай, как все знают. Может, кто-то не знает, кстати. Это основа. Сейчас ультраширик. Ты когда выезжаешь, вот, допустим, у меня самолет в 11 вечера, но чтобы не платить еще за одни сутки, в 12 я выехал и просто оставил там багаж. Вот. Ты оставляешь багаж, тебе дают депозит. Депозит в моем случае был 200 баксов. И можешь потом забрать багаж. Все это дело хранится у консьержа. Ну или, наверное, правильно. Я не знаю, как правильно называют персонал гостиницы, который хранит твой багаж. Здесь, кстати, пожарная служба. И это видео в режиме проф. Притом самое интересное, по большому счету, снимает он также. Но есть ощущение, что снимает он чуть по-другому. Как говорят, когда съемка идет в профессиональном режиме для фото, что более резкое фото и больше деталей. То же самое касается видео. Как говорится, то чувство, когда ты хотел подснимать на смартфон и забыл его зарядить. 4К 60 FPS. Это максимальное разрешение. И будут не 1,5 часа видео, как обычно, а, наверное, а может быть даже больше. Кстати, заряжу его потом в аэропорту. Но именно в Гонконге не супер много. Народ снимает свинку. И народ снимает, кстати, еще 2.6 Брюса Ли статую. И здесь в одном из мест его руки. Ну что, забегаем покупать мне соневский объектив, если он еще есть. Ну что, ваши ставки? Оптика еще осталась или нет? Вот он, Sony. Ну что, вот здесь. Вот так вот выглядит линза. Так, этот супер стильный куб. Кафе. Хотя я не особо вижу разницы между ним и вот теми ларьками. Но она есть. Разница. И вот такой вот мерч у них а-ля фирменные штучки. Немного набережной на основу. Ультраширик. Так, официально даже от фотографий уже очень много он съел заряда. Ультраширик. Но, как говорится, куда бежать и что делать. Корабль-призрак. Я уже 500 тысяч раз его снимал и ни разу не плавал на нем. Но как-то не внушает он мне доверия. Так, короче, вот по этой карточке можно постоянно проходить. И это пирс, в зависимости от дня недели, стоимость, кстати. Вот. То есть сейчас $5,6, а в будний день 3. Вот так на ультраширик стоишь у ворот, и вот там народ пришвартовывается. Но вообще технически, по ощущениям, это как у нас маршрутка. То есть вообще ничего особенного. Те, кто в Волгограде жил в начале 90-х, да и 80-е, помнят стрелы. Вот здесь то же самое, только еще быстрее оптимизировано передвижение народа с одного берега на другой. Самое веселое — это процесс посадки. И где-то там второй этаж. На него мы и пойдем с вами. Там качка больше, вероятность выпасть. Ага. Вот так вот. For emergency only. Не судьба. Вот так выглядит старт. Ну, для них это прям штатная норма. Поездки такие. И вот так выглядит покатушка на корабле. Пирсов много вариантов. Как плыть телевик, ультраширик.
сразу фотографируется. Ультра-ширик. И еще немного видео, как если бы вы просто шли по кораблю и хотели что-то для себя подснять. А корабль бы плыл от одной пристани к другой. Ультра-ширик. 10% заряда. 2,6. Ультра-ширик. Я думаю, вообще самый интересный видеоряд у Honor получается, потому что я на S25 Plus снимал, на S25 Ultra, а здесь прям, ну, исключая фронталки с лютой печалью, все в порядке. Ну и как говорится, видите, если ты на X10 переключаешь на X2, то практически моментально ультраширик. Про плавность здесь никто не говорит. Допустим, X10 и X2, X05. Прибыли. Сетибас номер 22, чтобы добраться. Ждать 2 минуты. Дальше прыгаем в автобус, также по карточке. Оплата. И поход на второй этаж. В общем, беспроводная зарядка вещь. Почему? Просто у меня сел Honor, а зарядка оказалась с ним. И все. Слегка не туда. Ощущение, что вообще европейский район. Но все равно необходимо руку очень далеко держать от лица для того, чтобы что-то снимать. Купил кружку, а теперь можно пейзажики снимать. Потому что больше 16 миллиметров это уже, конечно, фиш-ай. Опять же, видите, в смартфонах 13, 14, 15 миллиметров. Вот такие вот трамвайчики, на них я уже катался. 3 гонконгских доллара стоит в будний день, а, по-моему, выходной все дороже, потому что, ну, кроме автобуса. Потому что какой-нибудь там Диснейленд в зависимости от выходного стоимость. Вот мне интересно, как здесь, живя, народ не имеет просто титановые мышцы и не выигрывает все. Какая Ямайка. Ты вот домой ходишь вот по такой лестнице, прикиньте. Да даже если по такой. Затянувшееся путешествие. Достаточно, как говорится, выйти не там. Гонконг парк. И вот так свежо здесь. Ультраширик. Главный пол. Нет, ну вообще супер фэн-шуй. Только не хватает здесь, конечно, вылетающие водички. Наверное, периодически ее включают. Ультраширик. Ну, вида огниво. Огниво. Короче, если хочешь продать Honor, едь снимать в какую-нибудь Азию, и все будет в огне. Побольше зелени, побольше видов, и будет казаться, что вау. Я не говорю, что он плохо снимает, но это идеальный способ что-то продать. Главное, хорошие виды. Панд мало не бывает. Все еще парк. От 3 до 6 миллионов пассажиров ежегодно. И вот так, по идее, выглядит этот трамвайчик старый. Вместимость 120 человек. Новая крыша для лучшего вида. Левик. Инсталляция. Вот так выглядел первый вагон.
машинист. Кондуктор, а может кондуктор. Не успел снять толпу, но здесь было все забито. Сейчас она двинулась. Расширик, вот туда все заходятся. Мне кажется, там 220 человек максимум, по легенде. Вот так. Людей. Вот он ажиотаж. Люди прям бегут. Экспириенс. Забежать на... О, вот как он выглядит. Восемь минут. Так плавно едет. Вообще сейчас он стоит. Вот так выглядит поезд. Расширик. Огромный просто. Вынеслось зажигание. Вообще места хватит всем. Просто все хотят это подозревают впереди. Не критично. В нашем случае увидим одну и ту же вершину при любом раскладе. Вот так все выглядит. Основа. Расширик. Телевик. Так выглядели они раньше. Иногда, наверное, их пускают. Подъем. Пешком сюда не станешь подниматься. Хотя, опять же, кто-то живет, видите. Народ поднимается. Вот было вам тяжело передать. Вот я держусь, чтобы не упасть. Прям держусь. Вот как отклоняется фотик. Воу. Вариант съемки на фотоаппарат параллельно отменяется, иначе грохнешься. Ощущение, что стекло не выдержит, поэтому держимся за очень. Расширик. Там, кстати, параллельно едет. Народ здесь живет. Где-то еще и строят еще один небоскреб. Очень много небоскребов. Это, кстати, еще не финальная точка, как я понимаю. Что это у нас с расшириком? Не знаю, что с освещением, да? Ну, все поменяем.
электроширик. Есть градус еще терпимый. О, мы видим Huawei. Ну, правда, видим первый Huawei за 4.9. Не считаю магазин. Все остальное яблоки. И вот такая толпа стоит и ждет въезда. Первое, что вы видите, разумеется, это магазин сувениров. Можно делать фотки, заказывать это все дело на Алихе. Легко. Электроширик, то есть мадам Тюссо, получается вот здесь. Я почему-то думал, что никто... Видите, как с неоновыми вывесками работает плохо? К сожалению. Ради интереса, как с неоновыми вывесками яблоко будет работать. Ну, не намного лучше, я вам скажу. Основа. Электроширик. Вся Азия, которую я знаю, просто больная на вот такие штуки. Уровень заболевания 100. То есть очень много людей тратят деньги в, разумеется, электронных игровых автоматах, вот в таких штуках. В Японии, там, мне кажется, это мега проблема. Ну и здесь таких штуковин тоже море. Короче, автомат просто съедает доллары и все. Не работает. Ага. Вот так. Так, основа. И давайте электроширик. Так вы сможете снимать Гонконг с горы. Ну, вы, кстати, можете снять вот там жилье. И я не знаю, правда, как туда добираться. У вас будет постоянно вот такой вид. Даже лучше, наверное, вот там. Или вот там. Или вот там. X1, 2.6. Говорится, ультимативный просто обзор видеовозможностей. И фото, кстати. Фото скачивайте в исходнике. И вид с другой стороны. Электроширик. Вот такой вот есть торговый центр рядом здесь. И вот там, получается, в очереди нужно идти, чтобы уехать. Но опять же у вас должен быть билет в две стороны. Смотрите, как никто не перепрыгивает. И вот так съезжает транспорт, поезд. И хочу отметить, что вот насколько хорошо он фоткает, с видео я не назову хорошую видеосъемку. Хотя вы можете не согласиться. 2.6. Интересно, почему почти нет в обзорах фронталки у этого устройства? Очень интересно. Это уже будет интересно. 2.6. Лучше сесть. И обратные покатушки. Классно, что окна открыты. Народ снимает.
большой, вот сейчас будет большой. Трошерик. И начались сейчас сборки. Сейчас будет весело. Yeah, there's 2 cables and it has a whole lot of training. I think there's 2 cables. And the train has a roller. It has to be on a cable right now. It must be attached to the one cable. No, it was 1 cable, but the train has one. So 2 cables. So it's like a whole. You see what I'm saying? Yeah. Because then you have to plug all those for. I thought it would just be a little. Do you know what a puller is? Yes. Adrian, just making sure. You're not Where is the rose? Where is the rose? Yes. Where is the rose? Okay, we're on the end of the road. I thought I saw 2. There's 0 rows there. Yeah. I thought I saw 2 rows. We're on the end of the road. Когда ты ошибся во времени, вы смотрите, сколько людей стоит в очереди, чтобы подняться. Это, скорее всего, потому что вечером хотят все закат запечатлеть. Но вот они уже будут стоять точно не 15 и не 20 минут. Даже полицейские там. Первого полицейского вижу за 4 дня. Вот. Видео, ультраширик, снова ультраширик, снова телевик. Да, оцените, как его бьет. Нашел наконец-то китайскую машину в Гонконге. 2.6 ультраширик. Вот как делается, создается контент.
посерединке дороги бегаешь и снимаешь ультраширик, телевик против солнца X1. Это вот закат. Ультраширик, очень крутые улочки. Потому что идешь, потом бах, и спуск, и все. И все, и дальше уже... О, здесь даже есть пешеходка. Вау. В общем, все по фэншую. И по красоте. И еще удобно. Но удобно идти обратно. А когда я сюда поднимался, я, конечно, так не думал. Хотя, наверное, довольно просто было бы спуститься оттуда. Но Google об этой дороге не знает. Основной модуль. И я не совсем понимаю, почему здесь народ живет. Вот недавно, недалеко отсюда, я видел палатки. Мне кажется, что они просто ждут какого-то транспорта, чтобы ехать дальше. Но это очень забавно. Здесь Hermes. У нас бы вряд ли рядом с Hermes'ом вот это вот могло бы быть. А оно есть. Вот так. Ультраширик — это не одно, кстати, место. Вот там дальше еще такая же беда. И там тоже. И там тоже. Воу. Воу. Может, это фестиваль? Но не похоже на фестиваль. Рядом с Cartier. А снова. И там тоже. Не, наверное, это фестиваль. Это фестиваль все-таки. Ультраширик. Ультраширик. Ну, прям вот в канале. Есть еще идея, что, может быть, это какие-то виды девичников. Но... Ага, ну вы поняли. Ультраширик. Пристань. Ну, теперь все круто и по фэншую. Второй этаж. Можно будет гулять, можно будет ходить. Ультраширик. Телевик. Ультраширик. Это вообще звук отхода. Опасненько. Выглядит эпично. Прям эпично. А, ну и машинист внизу, значит, наверху. Вот это все свободно. Но на носу не особо все эпично. Ну ладно. Ну, air condition. Без кондиционеров. Ой, ладно. Не очень-то и хотелось проверить. Оп. Не успели. Снова. С этой стороны. Ультраширик. Ультраширик. И вот так швартуемся. X1. Телевик. 2.6. Видите, сколько корабликов одновременно приплывает со всех пирсов. Финал, закат и остальные прелести. Все на здесь маке. Можете умножать на 12. Скорость работы, конечно, их реально меньше минуты. Я заказ сделал меньше минуты, он уже готов. Нереал просто. Телевик. 2.6.
ультраширик. И еще где-то 30 секунд понадобилось, чтобы принести остальное. Вот так. Все, такси до Аэроэкспресса за одну посадку только 29 гонконгских долларов, то есть 400 рублей. Military Property. Вот так. Аэроэкспресс. Погнали из 7-Eleven. Ультраширик. Вот так вот будете ездить в метро, заплатите 2000, то есть 3 с лишним тысячи рублей. Какое 3? На 12 надо нажать. 24 тысячи. 4К 60 FPS и едем в Аэроэкспрессе. Только в одном месте, кстати, здесь есть место подзарядки. Странно. То есть нужно было пройти несколько великолепных вагонов, чтобы попасть сюда. В общем, даже не оригинальная зарядка, но просто CMF-ской зарядился на 54%, пока ехал 22 минуты. На 65 ватт он заряжался мощностью. И вот так вы, приезжая на станцию в Гонконге, будете проверять, что и когда и где летит. Телевик. Пока все грустно, потому что у меня в 11 вылет. Только там был прилет. А вот это вылет. Здесь, по сути, просто по авиакомпаниям. И есть один знакомый, видите. Честно говоря, на прилет аэропорт казался очень маленьким. Но вот сейчас я вам скажу, что маленьким он мне вообще не кажется. И аэропорт города Бангкок, но он в несколько этажей, здесь, я так подозреваю, только 2. Но это не точно. Но он точно не намного меньше. Очень похоже на живые цветы. Реально живые цветы в аэропорту. Вау. Вот эти штуки можно покупать. Снова. Имеется Starbucks, но есть маленький. В принципе, все лимитки, которые я видел в городе, здесь есть. И этот тоже. Если кто забыл подкупить подарки, вот здесь есть магазин Nintendo с мягкими игрушками, Disney. У кого очень много денег и некуда тратить, Samsonite, Victorinox, Victorinox, супер дорогие ножи и много еще всяких штук. Вот так мне говорит Гонконг. До свидания. Да, вы ценники тоже видите. Чуметь. 1000. Хоть 3500. Замечательный Limited Edition, таких я не видел еще. То, чтобы спать и еще и закрывать лицо. Ну что, основной модуль, что я могу сказать по поводу таможни у ультраширик, у Сингапура. Во-первых, в эксченже нет мелких денег, а во-вторых, у таможни сенсорные экраны, и почти все чемоданы, что я видел, они взрывали. Так что, если кто имеет плохие намерения, 10 тысяч раз подумайте. Это вам не Бангкок. OnePlus, у человека OnePlus 13. Если за время моих походов вы забыли о Гуччи, нет, не забывайте, все лакшери всегда здесь. Вот там еще, кстати, супер дорогие кофе, дорогой. Я в Сингапуре, по-моему, туда ходил. Больше туда не пойду. И все. Ну и, разумеется, может, вы забыли купить дезодорант, вы всегда сможете зайти в свой любимый Шанель. Ну или на худой конец в Луи Виттон, если вы
Не любите Шанель? Как говорится, воу, вот он аэропорт. Или в МАК. Ну ладно, у меня совсем другой статус. Вот мы здесь, я вам рассказываю о всяких Шанелях. А по факту мне надо не просто на L1, это нижний уровень, с 4 на 1, но еще и на поезде ехать. Каждый сверчок знает свой шесток. Надеюсь, там 7-Eleven, потому что как бы по потребностям билета. Как говорится, знай свое место. Мало того, что на поезд, так еще и на последнюю станцию. Народ кайфует. А говорят, это у нас только в провинции так любят делать. Нет, нет, еще раз нет. Тележки юзать нельзя, если что. И поезд. Запах, конечно, тут офигеть. Все, финал. Расширик самолет. И 1080-60 FPS. Если ролик видите, значит долетел. Безумно боюсь летать. Безумно просто. Я реально летаю с секундомером. Видите, седой. Ты из-за самолета. Ну все. Долетел. Вот такая там красота на втором этаже. Мне говорят, надольше останавливай. Ничего не рассмотреть. Так, по идее, можно на паузу же ставить, нет? Первый раз увидел, что здесь робот моет пол. Таиланд. Все, финал. Как просили подольше поснимать, чтобы можно было что-то рассмотреть в 50-й раз. Вообще спасибо за разумную критику. Хотя, опять же, основная миссия показать, как смарт снимает. Это ультраширик. На основу чуть-чуть лучше. Можно, кстати, оставить его, чтобы еще какой-нибудь travel снять на Honor. Потому что фотки он делает ничего. Если подтянет фронталку, но фронталку, опять же, Samsung удобней. Ты на фронталку переключаешься и все. Можно стоковыми программами не пользоваться, а другими какими-то по видео. Но тогда это будет уже чуть другое. Финал. Доехал. Все, штатно. Теперь можете с любым смартом сравнивать. Ультраширик. Лифт ультраширик. Основа 2.6. Дальше X1. Дальше ультраширик. Дальше основа. Ну все, я добрался, и вы примерно видели, как это дело может снимать. Что я хочу отметить по поводу Honor и чего угодно. Я не скажу, что это плохой или хороший смартфон. Я скажу, что все дороже $2,5 чтобы вы не купили, будет снимать фото прилично. Тут все будет зависеть от того, постановочное фото или нет. Не зря, допустим, я не знаю, там третью оптику от Sony, которую в AirPrice покупаю, чтобы у меня углы не замыливало, когда я подсъемы вам делаю. Есть специфические моменты, за которые вы переплачиваете в разы. Какой-то магии от этого смартфона ни по видео, ни по фото, ни по микрофонам не будет. Как и от любого другого. То есть, если вы хотите конкретно снимать путешествия, вам нужен и стабилизатор, и желательно камера нормальная, и на нее еще и фильтры, и еще очень много всего. Если вас устраивает вот такое видео, то хорошо. Если вас устраивает фото, я скинул исходники, то я удивлен, потому что по мне фотография здесь слабая. Постановочное фото здесь сильное, потому что здесь все зависит от фотографа. И еще раз повторяюсь, человеку, который хорошо фотографирует на этот смартфон Poco M6 Pro дать и сказать, сделай красивые постановочные фото, он сделает не хуже. Правильный свет, правильная позиция, правильное сжатие, то есть скинуть не с самого смартфона, а с компьютера, и все будет волшебно. Ручками поработать, хотя стоимость в 6 раз. Итого, девайс по мне справился, стабилизация у него лучше, чем у Oppo Find X8 Pro, посмотрите обзор одним кадром на него. И в целом претензий к нему особо у меня по съемке не было. Разумеется, на день его для съемки не хватит, но вам это не надо, вам надо, чтобы он просто помог вам в путешествии поснимать. По поводу дизайна и всего остального и на прожарке, и на основном канале я расскажу вам в полноценном обзоре. Делать ли такое, кататься ли куда-то, тем более его я купил, получается, уже со мной спорили сегодня, что это не глобалка. Ну, хорошая не глобалка. В Китае запрещено eSIM, здесь есть eSIM, и из коробки ты открываешь, у тебя Play Market. Это чистой воды глобал просто для
особой китайской зоны, это для Гонконга. Там у них есть несколько их, кстати, этих зон. И к чему это все? К тому, что вердикт по смартфону вы услышите позже, а сегодня я вам советую посмотреть в описании ссылки на исходники фотографий и понять, что я здесь не просто так распинаюсь, и он и правда не каких-то там супер особых вещей не показывает по съемке. Вы можете не согласиться, напишите. Всем добра, смотрим, подписываемся на канал и пишем в комментах, на что бы еще хотели бы купить обзор. Ультра убогий X9C я купил, он мне обошелся в 22 тысячи. Смотрим.